Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. Меня зовут Артур. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Спасибо за просмотр моего канала, поддержку и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике я разберу компанию из сектора потребительских товаров первой необходимости, отрасль табачных изделий, компанию British American Tobacco. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности, покупая компанию сейчас и удерживая ее в долгосрочной перспективе. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключении нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к British American Tobacco и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. British American Tobacco является третьей по величине в мире публичной табачной компанией по капитализации после Philip Morris и Altria Group. British American Tobacco – это британская транснациональная компания, производящая сигареты, табак и другие никотиновые продукты. Основным продуктом компании являются классические сигареты. По итогам 2020 года выручка от продажи классических сигарет составила 88% стратегического портфеля. Продукты с потенциально низким риском дали 12% выручки. Стоит отметить, что продукты с потенциально низким риском в структуре выручки растут значительными темпами и с каждым годом опережают рост выручки от классических сигарет. С точки зрения географии выручки, 45% всей выручки было получено из США, 23% из стран Европы и Северной Африки, 17% из Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Ближнего Востока, а остальные 15% это страны Америки, кроме США, и стран Южной Африки. В целом, как можно заметить, география выручки хорошо диверсифицирована. Что касается приобретений, компания British American Tobacco активно занимается инвестиционной деятельностью, практически каждый год покупает мелкие компании и увеличивает свою сферу влияния во всем мире. Новость от 11 марта 2021 года. British American Tobacco приобретает практически 20% акций компании Organigram из Канады. Это ведущий лицензированный производитель каннабиса. Данная сделка выгодна обоим компаниям, так как для British American Tobacco это расширение портфеля, кроме никотина, и развитие направления в области каннабиса. В данный момент Organigram работает в убыток и будет интересно наблюдать, как в ближайшей перспективе вырастут финансовые потоки как Organigram, так и British American Tobacco. Что касается глобализации табачных компаний, то США, безусловно, усложнили табачным компаниям в последние годы свои правила и налоги, но табачные компании смогли продолжить рост своих доходов. Развивающиеся рынки сыграли значительную роль в успехе табачных компаний, поскольку курение в США и Западной Европе сократилось, табачные компании сосредоточили свои усилия на таких регионах, как Азия, Африка и Ближний Восток, для роста своих доходов. Эти компании получили большую выгоду от таких стран, как Китай и Индия, где много курильщиков. Поскольку количество запретов на курение в США увеличилось, международное присутствие этих компаний помогло компенсировать снижение продаж и снижение спроса. А теперь, друзья, давайте ознакомимся с динамикой роста финансовых показателей. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд. Выручка с 2011 года с 15 миллиардов фунтов стерлингов выросла до 25 миллиардов в 2020 году, что составляет рост порядка 4% в год. Чистая прибыль также растет, в среднем практически на 7% в год. Чистая прибыль растет быстрее выручки, что является безусловно положительным фактором. Свободный денежный поток также растет практически на 8%. Количество акций, находящихся в свободном обращении, увеличивается, то есть компания продает свои акции в рынок и является продавцом. Данный фактор обусловлен инвестиционной деятельностью компании. Компания привлекает денежные средства для покупки бизнеса и его расширения путем выпуска новых акций. В этом отношении понятна деятельность руководства компании, так как по динамике роста финансовых показателей все в порядке, растет выручка и прибыль. Чистая маржинальность высокая, исторически держится примерно на одном уровне, в пределах 25%.
Рентабельность активов исторически снижается и в настоящее время равна 4%. Этот показатель характеризует прибыль, получаемую компанию с каждого доллара, потраченного на формирование активов, то есть насколько эффективно используются средства компании для генерации ее финансовых потоков, то есть прибыли и выручки. Рентабельность инвестиций также снижается и составляет 7%. Этот показатель говорит нам об уровне доходности и отдаче инвестиций на вложенный капитал. Рентабельность собственного капитала снижается и в настоящее время она равна 10% и находится на среднем уровне по отношению к рынку. Этот показатель говорит нам о том, как в компании работают средства акционеров. И для сравнения, средний показатель ROE по рынку равен примерно 12%. Что касается дивидендной доходности, то компания обладает высокой дивидендной доходностью, и она составляет 8,5%. Компания раньше платила дивиденды ежегодно, далее 2 раза в год, и затем с 2018 года начала выплачивать их ежеквартально, и последние 5 лет ежегодно увеличивает их. Среднегодовой рост дивидендных выплат за последние 5 лет составляет 6% в год. Процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 66%. По долговой нагрузке по итогам 2020 года она составила 64% к собственному капиталу. По графику видно, как компания с 2011 по 2015 год наращивала долговую нагрузку, при этом покупала свои акции. Но затем она прекратила покупать свои акции, делала дополнительную эмиссию и полученные средства направляла на погашение долговой нагрузки. И по графику видно, как долговая нагрузка с 2016 года начала снижаться. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал в последние 5 лет растет. По данному направлению также все в порядке. Что касается инсайдерской информации, то 4 августа 2021 года была зафиксирована крупная сделка на покупку членом совета директоров Карен Гера на сумму 68 тысяч фунтов стерлингов, а это практически 94 тысячи долларов США. Инсайдер входил в акции по цене выше текущих. Данный инсайдер в правлении компании с 2020 года, до этого времени она не приобретала и не продавала акции British American Tobacco. Она пришла в компанию из должности генерального директора Colgate-Palmolive Friends. И, возможно, она считает текущую стоимость акций привлекательной по отношению к потенциалу роста и получению дивидендов. И, возможно, стоит присмотреться к покупке акций данного актива в настоящее время. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, а именно за последние 10 лет, то среднегодовая доходность составляет практически 6% с учетом реинвестирования дивидендов, что ниже роста индекса S&P 500 и ниже доходности конкурента Altria Group. Друзья, если вам интересно посмотреть на обзор Altria Group, то напишите в комментариях, я обязательно сделаю обзор на эту компанию. Прошлые достигнутые показатели – это уже свершившиеся события. Нам важно понимать, является ли компания в настоящее время привлекательной для инвестиций, какую доходность мы получим при длительном горизонте инвестирования. Или компания не является в настоящий момент настолько привлекательной для того, чтобы гарантировать нам двухзначную доходность. Давайте попробуем определиться с этим вопросом. Для начала давайте ознакомимся с мнениями аналитиков. Данную информацию по аналитикам я нашел только на акции British American Tobacco, которые торгуются на лондонской фондовой бирже, в британских пенсах. Котировки этих акций повторяются и конвертируются в доллары на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому разницы нет. По мнению аналитиков, общий прогноз покупка. Прогноз основан на мнении 10 аналитиков, которые сделали свои прогнозы. На будущий год средний консенсус прогноз по стоимости акций ожидается на 40% выше текущих отметок. Как видно по диаграмме снизу, аналитики всегда завышают стоимость акций, и она была всегда выше фактической стоимости акций. То есть я бы ожидал роста примерно на 10-15% от текущей стоимости в ближайший год. Что касается прогнозов компании и мнений аналитиков, ожидается, что рост выручки из года в год будет составлять от 3 до 4%. Рост EBITDA в 2022 году будет на уровне 3,5%, а в 2023 году на 7,5%. Рост прибыли на акцию в 2022 и 2023 году ожидается на уровне от 5 до 9% соответственно. А теперь давайте сравним компанию с конкурентами по базовым показателям. В таблицу сравнения включены первые 3 табачных компании по капитализации – это Philip Morris и Altria Group. По мультипликатору P на E British American Tobacco торгуется с показателем 9,5, что является ниже рынка. По форвардному PE также все в порядке, ожидается увеличение финансовых потоков.
По показателю окупаемости компании выручкой, то в этом отношении British American Tobacco также ниже рынка. Чуть больше, чем за 2 года компания окупается выручкой. По отношению цены акций к балансовой стоимости все в порядке, этот параметр меньше единицы. По цене акций к свободному денежному потоку также все в порядке, этот показатель в норме. По долговой нагрузке нет вопросов, она в допустимом значении. Дивидендная доходность высокая и проблем с выплатой дивидендов не возникает. Компанию можно характеризовать как недооцененной в сравнении с конкурентами. А теперь давайте посмотрим на справедливую стоимость акций. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акций на последующие 10 лет методом дисконтированного денежного потока и на основе показателя стоимости компании Enterprise Value и EBITDA. При расчете стоимости акций на основе метода дисконтированного денежного потока я получил стоимость к 2030 году в $64. Рост денежного потока я планирую на 3% ежегодно, то есть в своем прогнозе я не ожидаю какого-то взрывного роста, я его планирую на 3% ежегодно, что вполне по силам компании. Рост EBITDA я также планировал на 3% ежегодно, а количество акций, находящихся в свободном обращении, я увеличивал с каждым годом примерно на 2%. А если же компания будет выкупать свои акции из рынка, то это будет приятным сюрпризом, так как потенциальная доходность будет увеличиваться. Применяя рост 3% при планировании будущей стоимости акции, мы можем обезопасить себя с точки зрения надежности, приобретения актива, текущей стоимости и расчете потенциальной доходности. Если же компания будет реализовывать свои планы и развиваться куда быстрыми темпами, то наша потенциальная доходность будет расти по экспоненциальной зависимости вверх. На основе стоимости компании и EBITDA я получил прогнозную стоимость в $60. Взяв по 50% от каждого параметра, я получил стоимость акций к 2030 году порядка $62. А теперь, друзья, давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимально приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акций в $35 на горизонте 10 лет будет составлять 23% в год, что является выше исторической доходности рынка. Ежегодный рост в 23% будет включать в себя выплату дивидендов, увеличение финансовых потоков и, как следствие, роста бизнеса. Конечно, можно предположить, что эта доходность получилась с учетом консервативной стратегии. Если предположить, что компания будет развиваться в будущем периоде куда быстрыми темпами, то доходность уже будет выше. Но я для себя определяю несколько заниженные прогнозы для того, чтобы был запас прочности и уверенности, что компания при таких условиях сможет генерировать двухзначную доходность. Поэтому мы должны выбирать для себя компании, которые будут иметь выше доходность рынка, и по компании British American Tobacco справедливую стоимость я бы определил на уровне $35-37. При данной стоимости мы получаем высокую дивидендную доходность и покупаем акции компании по стоимости уровня 2007-2008 года, когда финансовые потоки у нее были ниже в 1,5-2 раза. По таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоить акция, тем меньшую доходность мы получаем. И чем будет меньше стоимость акции, тем больше доходность мы получим. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы покупку данной компании хорошей инвестицией или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Давайте теперь подведем промежуточный итог в части оценки базовых мультипликаторов. По первым 6 позициям я повторяться не буду, эта оценка уже была сделана ранее в разрезе с конкурентами. Что касается акционерного капитала, то за последние 3 года он растет в среднем на 1%. Маржинальность бизнеса равна примерно 24%, и она держится в среднем на одном уровне. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022 и 2023 году ожидается увеличение прибыли на 5,9% соответственно. По инсайдерской информации, да, сделки они есть. И по обратному выкупу акций компания примерно на 1,5-2% ежегодно увеличивает свои акции в свободном обращении. А теперь давайте подведем итоги всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть, в среднем рост составляет практически 4% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается, за последние 10 лет в среднем практически на 7%. Свободный денежный поток, да, растет, в среднем на 8% в год. Долг к собственному капиталу составляет 70%. И справедливая стоимость акций, да,
Компания торгуется в справедливых значениях, обеспечивая при этом рост выше рынка. Деятельность British American Tobacco не является цикличной, так как спрос на табачную продукцию не сильно зависит от экономических циклов, то есть люди продолжат потреблять табачную продукцию примерно в той же мере, что и раньше, даже если экономическая ситуация немного ухудшится. А учитывая некоторые признаки замедления мировой экономики, акции British American Tobacco являются отличным выбором для инвестиций. Другим фактором, который говорит в пользу инвестирования в акции British American Tobacco, это его высокая дивидендная доходность – 8,5%, что также ценится в сложные экономические периоды. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно. Всем удачи в инвестициях, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!